Всем привет! Вы на канале Alten Games. В этом видео я расскажу вам, как разработчики TDX провели первоапрельский ивент. И на словах сравню его с TDX-овским ивентом, так как сравнивать здесь практически нечего, к сожалению. Итак, разработчики TDX подошли намного круче. Они сделали 3 разных карты. Напомню, что в TDS у нас всего 2 карты, и они очень простые. А разработчики TDX сделали 3 карты, сделали целую кучу мемов и отсылок. Обязательно напишите все мемы и отсылки, которые вы нашли, так как я в мемах не так хорошо разбираюсь. Здесь у нас отсылки к какому-то Paint, соответственно, это графический редактор, как я понимаю. И почему-то джакузи в конце. Карта выглядит первая достаточно прикольно. Давайте посмотрим на вторую. Вторая карта это у нас симулятор каких-то гонок на тележках на железнодорожных. Мы можем с вами идти по рельсам, ну и соответственно зомби, наши противники, бегут по рельсам. И что мне очень сильно понравилось, в конце эти рельсы заходят прямо в рот огромного зомби. Выглядит карта достаточно классно, и я считаю, что она заслуживает второе место в моем рейтинге. Ну и на первом месте самая классная, как по мне, карта. Здесь я и больше всего отсылок нашел и понял. Здесь и отсылки к Сонику, и отсылки к игре Portal. Также очень много мемных стикеров. Некоторые из них я, между прочим, не знаю. Также есть отсылки к некоторым играм. Вот Flappy Bird, допустим, я узнал. И вот я не помню, Meatball, или как-то так называется игра. Также есть отсылки у нас, получается, к Марио. Есть отсылки к еде. Не знаю, почему есть отсылки к еде, но вот почему-то они их оставили. Ну и какие-то жабы, иллюминаты, рты. В общем, друзья, напишите все отсылки, которые вы нашли. Я почитаю в комментариях все-все-все, чтобы понять, что же здесь были за отсылки. Ну и, конечно, по этому пункту у нас TDS просто полностью проигрывает своими 2 простейшими картами, без мемов, без ничего. Второй пункт — враги. По врагам, опять же, TDX полностью уделывает TDS на этом ивенте. TDS у нас просто сделали каких-то уродских врагов. Тут я по-другому не могу сказать. А TDX сделали целая куча отсылок. Тут у нас и рэперы, и мемы. Также напишите, что это за мемы. Не все из них я знаю, но по противникам большую часть все-таки мемов я знаю. И это меня обрадовало. Также они добавили ивент башню. Вот такой тролл башня. Выглядит она довольно-таки прикольно. Не сказал бы, что она полезная, но, по крайней мере, друзья, она есть. Соответственно, по башням TDX опять полностью уделывает TDS. В TDS у нас на ивент сделали только лобби, только карты, причем 2 очень-очень простые, и скины. К скинам мы перейдем с вами позже. Пока что просто в сухую TDX на этот раз уделывает TDS по празднованию этого ивента. Поэтому, к сожалению, я даже и не стал делать полноценный разбор. Вы сможете увидеть, кстати, видео по TDS, оно есть на канале, можете ознакомиться. Также у нас очень классный финальный босс. Мне он понравился, все остальные боссы были повторными, поэтому я их не стал показывать. Переходим к скинам. Первый скин, самый простой, это снайпер. И выглядит он наиболее просто. Я даже не знаю, может быть это отсылка на что-то, но я не знаю на что. Следующим идет Джон. Этот довольно-таки прикольный. Здесь у нас есть шляпу, на его шляпу разместили. Выглядит классно. Очки вот эти мемные сделали. В общем, Джон мне понравился. Напишите также ваш рейтинг скинов, но я их так вот в принципе озвучу. Итак, тут у нас Scarecrow, это такая башня, которую нам давали за ивент, и здесь они сделали ее в виде босса. Выглядит довольно-таки прикольно. Следующий скин у нас на рейнджера. Выглядит неплохо, но как по мне, вот эти все скины, первые, в принципе, ну, достаточно простые. Так как это они выполнили в стилистике TDX, но выглядят достаточно классно. Вот этот вот скин Гренадира мне понравился, здесь уже он такой выглядит, как по мне, более мемно, чем предыдущие. Но что это за мем, опять же, я не знаю. Если что, пишите, если узнали какие-то мемы в скинах. Следующее у нас идет Golden Ranger. Это просто классно сделанный скин. Не думаю, что это отсылка на какой-то мем. Но если вдруг это мем, то напишите. Вот это, наверное, первый скин, который мне вот именно визуально вместе с Гренадиром понравился. Мне
я там заслуженно могу ему поставить, я не знаю, там какое-то 7-е или 6-е место, уже не знаю, какое оно по очереди. Итак, самый крутой, как по мне, скин, это скин на диджея. Тут у нас очень классные отсылки. Друзья, вот кто узнал, отсылка на что? Вот это вот, там где мы сейчас стоим, там где есть такой, типа как в виде рогов, обязательно напишите, мне интересно, угадал ли я. Ну и это отсылка на какого-то художника или Микеланджело или что-то такое, там где ангелы касаются с человеком пальцем. Очень тоже классная отсылка, мне понравилось. Итак, дальше у нас идет турель XWM. Выглядит она по этому лайну мне так себе, она просто в виде какого-то напитка сделана, а вот по другому лайну она сделана в виде финального босса. Вот этот лайн, который стреляет ракетами, мне понравился значительно больше. Как по мне, то это, наверное, 3-е место. То есть на 1-м я бы поставил вот этого чат-диджея. Потом идет военный завод, сейчас я вам его покажу. И на 3-м месте турель. Также напишите свой рейтинг скинов и, возможно, на что это отсылки. Итак, военный завод. Сама база сделана достаточно просто. По вот этому лайну, это, по-моему, верхний лайн. Но сами машинки сделаны очень классно. Это тоже, скорее всего, намек на вот эти вот напитки, потому что выполнено в том же самом стиле. А вот нижний лайн выполнен вообще, ну, довольно-таки прикольно и классно. Здесь у нас и машины, и танки выглядят классно, поэтому для меня это заслуженное 2-е место. Пишите ваш рейтинг по поводу скинов в ТДС. Друзья, завершаем, да, сравнение. Там всего лишь у нас вышло 4 скина, из них реально крутой и мемным является только ферма, как по мне. Также неплохой кругбосс, но футболисты, возможно из-за того, что я футболом не сильно увлекаюсь, мне не особо понравились. Поэтому и по этому пункту TDX полностью выигрывает, ну с меньшим разрывом, чем по картам, но тем не менее выигрывает целиком и полностью. Пишите ваше мнение по этому поводу, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в новых видео, пока-пока.